Сразу хочу отметить, что эта часть никак не связана с предыдущей, так что если вы ее пропустили, то ничего страшного. Но если вам все же интересна первая часть, то вы можете посмотреть ее у меня на канале. Хуви Данди — это одна из культовых хоррор-анимаций, созданных в Гаррис Мод, выпущенная 20 марта 2017 года, которая приобрела свою популярность только в 2019-2020 годах. Главную роль в ней играет пулеметчик красной команды, которого автор прозвал как Хуви Данди. Именно он и запомнился поклонникам. Автор также выпустил вторую часть 16 октября 2017 года, и через год, 12 июля 2018 года, он выпускает трейлер к третьей части. И фанаты в большом ожидании ждали третью часть и, как бы сказать, не дождались ее. С момента публикации трейлера прошло 6 лет. Многие думали, что Приспанки просто выгорел или вообще умер. Но на самом деле с ним все хорошо, и все это время он работал над другими проектами, которые выходили на каналах его коллег. Также спустя 6 лет автор выложил ролик, где как раз таки и подтвердил это. Плюсом он показал несколько кадров с третьей части. Но об этом мы поговорим чуть позже. И если в прошлой ситуации со мной поделились историей, то здесь я выдвину свое мнение о ситуации со создателем данной анимации. Все начинается примерно с 2021-2022 года, когда анимация вместе с ее сиквелом набрала уже по миллиону просмотров на ютубе. И естественно, фанаты решили воссоздать модель с собственными руками и понаклепали множество модификаций для Гарриса. И также сделали из него босса для режима Slender Fortress, который пользовался на тот момент огромной популярностью среди фанатов. И все это время поклонников интересовал только лишь один вопрос: когда третья часть Хуви Данди? Эти комментарии можно было встретить буквально в каждом ролике, где Спанки оставлял свои комментарии. Челы этим буквально заполоняли все разделы с ответами, тем самым не давая никакого покоя автору. И я даже могу составить 3 типа этих фанатов. Первые. Люди, которые просто спамят вопросом, когда третья часть. Вторые. Люди, которые понимают ситуацию создателя и просто пытаются погасить все это давление, которое направляется Спанки со стороны сумасшедших фанатиков. И третьи люди, которые решили отличиться от двух типов, а именно оставляя комментарии странного и негативного содержания. А теперь мы вернемся к режиму Slender Fortress. Поскольку в 2021 году создали Хуви Данди как босса, там, естественно, появились его любители. Этих игроков можно поделить на 2 типа. Первые. Игроки, которые просто чилят на сервере и наслаждаются от геймплея с этим боссом, как и с другими боссами в целом. А вот второй тип. Порой можно было встретить игроков, которые относились к этому боссу как к своего рода знаменитости. И эти люди очень зависимы от этого босса. Просто чтобы вы понимали, они в первую очередь саботировали других игроков для того, чтобы они голосовали только за пак с боссами, где находится Хуви Данди. А в случае отказа эти фанатики устроят настоящую истерику, если не получат этого босса на следующей карте или в следующем раунде. И поскольку это происходило не один раз, это постепенно начинало раздражать других игроков. Также были и такие игроки, которые просто заходили на сервер только из-за этого босса. И тем самым в кругу этого босса скопилась большая токсичность, впоследствии чего этого босса просто начали удалять с серверов или на время убирать. В конце концов, судьба у этого хорошего босса сложилась печально, а ведь все могло было бы быть нормально, если бы не все эти ситуации с безумными фанатами. Приспанки за все время успел написать несколько комментариев по поводу третьей части, и вот одни из них. Я не могу сказать, сколько комментариев, где третья часть, я получил с тех пор, как починил свой компьютер. Так что с этого момента я буду публиковать свой прогресс и все обновления в прикрепленном комментарии к этому видео. Третья часть Хуви Данди существует, она не отменена, и я сейчас работаю над ней. Описание из трейлера к третьей части. С этого момента здесь я буду постоянно обновлять информацию о своем прогрессе и отвечать на любые вопросы. В последнее время прогресс был медленным из-за личных проблем. Я все еще работаю над третьей частью Хуви Данди.
Что я сделал? Написание сценария закончено. Я анимировал части, которые вы видели в трейлере. Я закончил начальную сцену. Половина проекта готова. Что предстоит сделать? Еще одну половину сцены, которую все еще довольно легко анимировать. Финальная сцена, которая станет проверкой моих навыков анимации. Конечная сцена, легко поддающаяся анимации. Завершающие титры. В целом 50% сделано. Комментарий 6-летней давности под трейлером. В первое время автор старательно пытался отвечать на все вопросы, но вскоре он перестал это делать, а комментарии спустя столько времени продолжают увеличиваться. Да, я жив, и все еще работаю над третьей частью. Планирую выпустить ее в этом году. А почему так долго? Короче говоря, жизнь. Комментарий, который был написан 3 года назад под вот этим видео. Жизнь меня сильно ударила, но я все еще работаю над Хувиданди, как и над другими проектами, не относящимися к Гаррис Моду. Комментарий, который Спанки дал в интервью на канале Intricate Labs 10 месяцев назад. Стоит выделить несколько ключевых моментов с данных комментариев. У Спанки в какой-то момент сломался компьютер, но позже он его починил, что является одной из причин такой затяжки. Также в вышеперечисленных комментариях автор несколько раз упоминал свои проблемы в личной жизни, что тоже является причиной долгого создания анимации. И в ответ на все свои высказывания Спанки получил те же комментарии, которые он получал 6 лет назад от фанатов. Как говорится, годы идут, а люди все еще не могут намотать себе на ус, что лезть в личную жизнь, при этом оказывая на столь сильное давление, это очень плохо. И все-таки людям стоит остановиться, спамить комментариями с однотипным содержанием, когда третья часть. Ну, а помимо этого, годы шли, и в один прекрасный день, а именно 15 марта 2025 года, Спанки выпускает ролик под названием «Я пришел сделать объявление», в котором он показал все свои наработки за все время его отсутствия. Именно там он и показал несколько кадров к третьей части, что подтверждает тот факт, что он действительно работает над ней. А также это подтверждает факт того, что он коллаборировал с другими людьми. В описании оставлены ссылки на их совместные работы. В общем и в целом, данный ролик вызвал у людей положительные и нейтральные чувства, но больше всех радовал тот факт, что приз Спанки жив. Но это еще не все. Если мы посмотрим на начало ролика, где подрывник врезается в дом синего шпиона, то есть Спанки, то при вопросе «Спанки, где ты пропадал?» на кадре с шпионом появляется очень большой текст, написанный мелким шрифтом. И после того, как я перевел весь этот текст, я понял, что помимо того, чтобы показать, что Спанки все еще работает над анимациями, он сделал этот ролик, чтобы высказаться обо всем, что происходило все это время. По сути говоря, это первое настолько большое высказывание автора, поскольку раньше он оставлял только лишь маленькие комментарии. Так вот, я хочу зачитать вам весь этот текст. Слушайте внимательно. В прошлом я вырос из старшеклассника во взрослого молодого человека и пережил все радости и горести, которые с этим связаны. Я получил высшее образование, трижды переезжал и работаю над своей карьерой. Я прошел путь от издевательств из-за веса до вопросов, которые мне задавали как незнакомцы, так и члены семьи, принимаю ли я стероиды. У меня было много проблем с компьютерами, и после трейлера к третьей части я пережил 2 из них. Мое психическое здоровье недавно достигло самой низкой точки в моей жизни. Я работаю над другими творческими проектами, не связанными с Гаррис Модом, у которых есть свои фан-базы. Я считаю это как хобби, страстный проект. У меня нет команды, я не обязан этим заниматься. Я делаю это, потому что вырос на анимациях Гаррис Мода и всегда хотел отплатить сообществу, которое было основой моего детства. Но должен признать, что гмоддинг постепенно превратился из невинного развлечения в источник беспокойства. Мне снятся кошмары по этому поводу. Говорить, что третья часть будет готова к концу года, уже несколько лет было из-за искренней недооценки и амбиций. Мои старые видео были длиннее и делались гораздо быстрее, это правда. Но тогда я был безработным ребенком. Тревога происходит от моей гиперфиксации, упрямства и того, что я вижу недостатки только в своих старых работах. Это недостаток моей личности, и это не твоя или чья-либо еще вина, а моя собственная. Эти последние несколько пунктов не призывают к сочувствию и не являются криком о помощи. Я продираюсь обратно к мотивации и художественной нормальности. Я хочу вернуть радость от гмоддинга.
Теперь я знаю, что создание новых воспоминаний — это то, над чем следует сосредоточиться, а не жить прошлым и думать, что все хорошие времена прошли. Я становлюсь лучше. Это стало моей целью — закончить третью часть и продолжить создавать больше проектов, которые я держал в голове годами. Если третья часть никогда не выйдет, то это значит, что либо со мной что-то случилось, либо я решил полностью отказаться от этого благословения и проклятия, которое мы называем технологией. Если я когда-нибудь решу отказаться от третьей части, но продолжу заниматься гемодингом, то я выложу всю проделанную мной работу, при условии, что она не будет повреждена, и краткое содержание сюжета. Но сейчас это не в планах. План состоит в том, чтобы закончить это. Что ж, очень грустно получается, что все эти 6 лет разработки третьей части для автора были целым адом, в который дополнительно вкидывали негатив криповые фанаты. Эти люди, походу, и не осознают, что они делают, и какие последствия могут повлечь их действия. Оскорбление, давление со стороны других людей и стресс в личной жизни — это самое ужасное, что можно пережить. Желаю автору крепчайших нервов, успехов, удачи в будущих проектах и все-таки брать побольше отдыхов от сложной работы. Ведь нам всем нужно беречь свое здоровье.